Океан в этот день не прощал ошибок. Это был не тот синий, открыточный океан, который показывают в рекламных буклетах. Это была серая, кипящая бездна у побережья Южной Африки, где холодные течения встречаются с теплыми, рождая чудовищ. Небо, затянутое низкими свинцовыми тучами, казалось, давило на воду, а ветер ревел, как раненый зверь, срывая с гребней волн белую пену. Именно в этом аду нес службу быстроходный патрульный катер «Барракуда». Это был не прогулочная яхта, а стальной, выкрашенный в серый цвет хищник, напичканный электроникой. На борту находился отряд морского спецназа. Люди, чьи лица были такими же суровыми и непроницаемыми, как и бушующее море вокруг. Их миссия была рутинной – патрулирование квадрата на предмет активности браконьеров. Но в такой шторм любая рутина превращалась в выживание. Командир отряда, крепкий мужчина со шрамом на щеке, стоял на мостике, вцепившись в поручень. Катер бросало с волны на волну так, что казалось, он вот-вот развалится на части. «Радар чист», — его голос прорезал рев двигателя. «Чисто, Кэп». Кроме помех от шторма, ничего, донеслось из динамика. Солдаты в отсеке молча проверяли снаряжение. Они привыкли к качке. Их работа — быть готовыми ко всему. Тревожная, монотонная музыка нарастала. Напряжение можно было потрогать руками. Каждый понимал, в такой воде любая ошибка, любая нештатная ситуация может стать последней. И в этот момент это произошло. Без всякого предупреждения. Ни всплеска на радаре, ни визуального контакта. Раздался оглушительный, скрежещущий удар в подводную часть корпуса. Это был не просто удар волны. Это был таран. Десятки тонн стали содрогнулись, как игрушечные. Мужчин швырнуло по отсеку. На мостике командир едва удержался на ногах, его штурмана бросило на приборную панель. В ту же секунду заревела сирена аварийной тревоги. В динамиках раздался крик из машинного отделения. «Пробоина». Мы получили пробоину по правому борту, ниже ватерлинии. Командир схватил микрофон. Его лицо, до этого спокойное, превратилось в гранитную маску. «Всем! Боевая тревога! Доложить обстановку!» Что, черт возьми, это было? Но прежде чем кто-либо успел ответить, второй удар, еще более мощный, сотряс катер. На этот раз скрежет металла был таким громким, что заглушил даже рев шторма. Судно опасно накренилось. Солдаты, пытая ось удержать равновесие, смотрели друг на друга с одним и тем же немым вопросом. Кто или что способно таранить военный корабль посреди океана? Вода поступает. Задраить отсек. Начать откачку. Команды командира разносились по кораблю, пытаясь перекричать сирену. Люди, оправившись от шока, работали слаженно, но в глазах каждого читался один и тот же вопрос. Что это было? Торпеда? Мина? Кэп. Справа по борту. Прямо под нами. Донесся крик дозорного. Все, кто был на палубе, бросились к правому борту. Штормовые волны расступились, и на мгновение из серой пучины показалось нечто, от чего у бывалых солдат застыла кровь. Это не была техника. Это была живая, первобытная мощь. Огромный, почти 5-метровый силуэт большой белой акулы, царя океана. Ее массивное тело было серым, как сталь их корабля. «Она возвращается. К бою!» — крикнул один из солдат, вскидывая автомат. Люди приготовились к третьей, фатальной атаке. Но ее не последовало. Акула не неслась на них. Она вела себя странно. Она не уплывала, но и не нападала. Она кружила рядом, выписывая нервные, тесные круги, и ее движения были полны не агрессии, а откровенной, животной паники. Она толкалась о корпус не со злостью, а как слепой щенок, ищущий укрытие. Командир схватил мощный бинокль и навел его на хищницу в тот момент, когда она в очередной раз развернулась, подставив бок. «Боже мой!» — выдохнул он. Остальные увидели это невооруженным глазом. Весь ее бок, от жабр до хвоста, был исполосован одной чудовищной, рваной раной. Это не были царапины от винта или укусы мелких хищников. Это был след от челюстей, способных обхватить телефонную будку. Огромные куски плоти были вырваны, края раны были белыми и рваными. Она не нападает», — ошеломленно проговорил медик отряда, глядя в воду. «Она в панике. Она истекает кровью». В этот момент всем стало ясно. Акула не атаковала их. Она спасалась. Она использовала их массивный стальной катер как щит,
как единственное укрытие в этом кипящем океанском аду. Древний хищник, который сам был воплощением ужаса, пришел к людям, ища защиты. Солдаты, все еще пытающиеся заделать пробоину, молча переглядывались. Тревога на их лицах сменилась новым, гораздо более глубоким и холодным страхом. Потому что теперь в голове у каждого бился один и тот же вопрос. Если это спасается бегством, то кто, черт возьми, охотник? Вопрос повис в воздухе, холоднее, чем ледяной ветер. Если 5-метровая белая акула — это добыча, то кто во имя всего святого хищник? Крик сменился шепотом. Кэп на сонаре, голос оператора дрожал. Я вижу цели. Множественные. Они огромные. Гораздо больше акулы. И они идут прямо на нас. Командир снова схватил бинокль. Солдаты, забыв про пробоину, вцепились в автоматы и уставились в серую кипящую воду, пытаясь разглядеть угрозу. Акула, тем временем, вжалась в корпус их катера так сильно, что ее было видно почти полностью. Она была парализована от ужаса. «Плавники!» — вдруг закричал дозорный. «Сектор 10, прямо по курсу». Вначале это было похоже на мираж. Из-за гигантской штормовой волны показалось что-то черное. Один плавник, потом второй, третий, четвертый. Они были не треугольные, как у акулы. Они были огромными, вертикальными, как лезвия гигантских ножей, рассекающих воду. Они неслись на них, как эскадрон торпед. Касатки. Но это был не просто вид касаток. Это была их тактика. Они не просто плыли. Они двигались в идеальном боевом порядке, как отряд морского спецназа, отрезая все пути к отступлению. Солдаты, сами будучи элитой, с профессиональным ужасом наблюдали за этим. Это была не просто охота. Это была тактическая операция. 2 касатки зашли с флангов, одна осталась позади, а самая крупная, вожак, пошла в лоб. Стало ясно, что чудовищная рана на боку акулы — это результат их первой, слаженной атаки. Они ранили ее, измотали, а теперь пришли добить. «Никому не стрелять», — рявкнул командир. «Мы не их цель». Солдаты онемели. Весь пазл сложился. Акула не просто пряталась. Она выбрала самый крупный объект в океане, их корабль, и использовала его как живой щит. Началось леденящее душу противостояние. Касатки подошли к катеру и остановились. Они были достаточно умны, чтобы не таранить стальной корпус. Они просто ждали. Они кружили вокруг барракуды, их черные, лишенные эмоций глаза, казалось, смотрели прямо на солдат. Акула, прижатая к борту, отчаянно билась, понимая, что она в ловушке между 2 кошмарами. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Касатки, оценив ситуацию, поняли, что добыча не собирается покидать свое укрытие. И тогда вожак, словно отдав безмолвный приказ, развернулся. Вся стая, так же слаженно, как и появилась, развернулась и ушла, их черные плавники исчезли в шторме. Ужас был не в том, что они увидели хищника. Ужас был в том, что они стали свидетелями работы высшего интеллекта. Они поняли, что акула, царь океана, была для этих созданий просто едой, а они сами, в своем поврежденном катере, были всего лишь неудобным препятствием, частью пейзажа в этой первобытной, жестокой войне. Акула, тяжело дыша, еще несколько минут жалась к борту, а затем, собрав последние силы, медленно и мучительно ушла в глубину. Солдаты остались одни посреди океана, их адреналин сменился холодным потом. Они выжили, но навсегда запомнили этот урок. В мире есть силы, по сравнению с которыми даже их элитный отряд не более чем щепка в шторме. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.